Наш сегодняшний вебинар-стрим, который называется «Здоровым быть легко, поможет вам Андрей Дуйко». Вебинар-стрим на те вопросы, которые вы мне задаете прямо сейчас. Хочу сказать, что данный вебинар, он будет проводиться сегодня не только на нашем сайте tfduйко.com, а также он будет проводиться в YouTube и в Instagram. Поэтому я приветствую всех, кто сегодня наблюдает и смотрит данный вебинар-стрим в Инстаграме. Также приветствую всех, кто смотрит это в YouTube. Итак, сегодня данный вебинар будет посвящен вопросам здоровья. Я с удовольствием вам отвечу на ваши вопросы. К сожалению, видеть вопросы я могу только в YouTube-трансляции, в Instagram я их не вижу. Также в YouTube-трансляции вы можете увидеть вот такую полосочку. Здесь написано об акции, которая идет сейчас. Это гениальные и большие скидки от 10 до 40% на различные виды, различные товары, которые помогут вам быть здоровыми и счастливыми. По просьбе моей жены я бы хотел начать вот с такой истории. Вы знаете, что очень часто люди в погоне за большими деньгами, а также в погоне за, возможно, славой и так далее, возможно, преподносят информацию, очень часто вырванную из контекста. Это не всегда безопасно. Оказывается, очень большое количество людей на протяжении жизни могут пострадать от якобы хороших рецептов, якобы очень знаменитых нутрициологов, якобы думающих о том, что они разбираются в нутрициологии или в физиологии человека, и очень часто могут совершать ошибки, изменяя свою не только здоровье, но и судьбу. И несколько таких ключевых моментов, о которых бы хотелось сегодня сказать. Итак. Первое, доктор Берг. Давайте я два слова скажу о докторе Берге. Все знают и там могут уважать или не уважать этого человека и так далее. Можно бесконечно говорить о его информации, о том, как он преподносит информацию. Где-то это имеет место быть, где-то, возможно, он обучался в другой системе и преподносит это по-своему, по-особенному, возможно, где-то непонятно и так далее. Но все знают в большинстве своем, что доктор Берг является инициатором или основателем некой диеты волшебной, которая набрала огромную популярность на территории Соединенных Штатов Америки. Это диета, которая у него называется белково-жировая диета, а сам он назвал ее инсулинорезистентной диетой. Несколько слов об этом я бы хотел вам сегодня рассказать и сказать вам, что в действительности это хорошо. Небольшое количество времени человек может соблюдать такую диету. Он может соблюдать диету, в ходе которой будет преимущественно находиться белковая пища или жирная пища. При этом, как говорит доктор Берг, гликированный гемоглобин или гликированный или гликолиз печеночный будет в ночное время или там в дневное время превращаться в углеводы, ну и так далее. Но я бы хотел сказать, что его совет сделать это образом жизни является не очень хорошим. Объясню вам почему. Дело в том, что употребление исключительно белков на протяжении длительного периода времени может привести вас к небольшим усугублениям общего самочувствия. С чем это связано? Во-первых, это связано с тем, что длительное употребление белков может привести человека к развитию ацидоза. Ацидоз – это измененное состояние крови, в ходе которого повышается аммиак, пурин и молочная кислота, пироват-виноградная кислота и аромамасляные кислоты. То есть у человека повышается в крови кислоты или кислотность. Это в дальнейшем может привести к ухудшению общего состояния, и ацидоз, как правило, более всего влияет на два органа. Первый орган – это печень, и второй орган – это почки. Именно поэтому и также поджелудочная железа. И также, кстати, он не говорит еще о том, что применение кетоновой диеты, о которой он очень часто говорит, применение данной диеты может привести к отравлению человека белками.
Также он не договаривает очень часто о том, что ацидоз или кетоз, в который он пытается привести людей, помимо того, что человек начинает страдать ацидозом, что может быть чрезвычайно опасно для организма человека, может привести к появлению или даже к формированию печеночной комы. Я хочу вам сказать, что применение данного отказа или применения или формирования у людей ощущения, что инсулинорезистентная диета или диета, в ходе которой у человека появляется кетоз, или диета, в которой больше белков и жиров и очень уменьшенное количество углеводов, может привести человека, ограничение питания, может привести человека в дальнейшем к появлению печеночной комы, к изменению функции печени, а также к формированию цирроза печени, что будет проявляться в виде следующих анализов крови. У вас будет повышаться АСТ и АЛТ. Также у вас, скорее всего, будет появляться, что будет говорить о формировании цирроза. Также это будет говорить о том, что в вашем организме постоянно происходит отравление. Кстати, доктор Берг умышленно, по моему мнению, не договаривает о том, что данная диета может привести человека к появлению, и диету такую нельзя соблюдать людям, у которых есть проблемы желудка, так как при проблемах желудка, особенно в нижнем отделе желудка, может происходить не усвоение белков, и при таких заболеваниях, как неспецифический язвенный колит, язва двенадцатиперстной кишки, при заболеваниях желудка, допустим, эзофагиальный рефлюкс, применение данной диеты противопоказано. Также такую диету ни в коем случае не стоит применять людям, у которых есть пилонефрит, у которых есть проблемы с почками, есть проблемы с мочевыведением, при циститах. Также нельзя такую диету соблюдать людям, у которых есть стабильное употребление алкоголя, или у людей есть проблемы, которые связаны с появлением гепатита какой-либо формы, или язвенного колита, или колита и так далее. Вторая ошибка, о которой говорит, но можно ли это использовать? Можно, но кратковременно. Я хочу вам сказать, что если вы хотите похудеть, то не делайте это частью своей жизни. Если вы уже решили окончательно себя поломать, то сделайте так. Через полгода применения данной диеты, в которой у вас будет формироваться, как говорит доктор Берг, исключительно говорю его словами, кетоз, постарайтесь через время обязательно провести исследование крови. Постарайтесь посмотреть, нет ли у вас изменений печени, нет ли у вас повышенного холестерина, что очень часто проявляется, нет ли у вас заболеваний, которые связаны с почками, не повышен ли у вас или не понижен гематокрит, не повышена ли молочная кислота, не повышена ли мочевая кислота, не снизился ли у вас гемоглобин, нет ли у вас проблем с эритроцитами, есть ли у вас проблемы с печенью, нет ли у вас повышенных аланин-аминотрансфераз и так далее. То есть вы можете за собой наблюдать, но помните, что длительное применение данной диеты является для человека чрезвычайно опасной и не всегда приносит человеку хорошее здоровье. Возможно, худоба у вас будет, но в дальнейшем как справляться с вот такими проблемами, это уже отдельная история. Второе. Популяризация употребления витамина D3. Об этом тоже часто говорит доктор Берг. Витамин D1, D2 и D3 является витамином с очень выраженным токсическим действием на организм человека. Я хочу вам сказать, что употребление или чрезвычайное, или предумышленное или высокое употребление витамина D1, D2 и D3 является токсически опасным для человека, и в дальнейшем вы можете очень пострадать от этого. На что это будет действовать? Первое, витамин D1, D2 и D3 могут замедлять процесс формирования, а также оттока желчи, что в дальнейшем может в том числе привести к появлению желчекаменного заболевания, фиброза печени и общих проблем, связанных с печенью. Поэтому аккуратнее и с этим в том числе. Очень часто говорят о том, что какие у него есть там еще диеты, там употребление большого количества жидкости. Ну ладно.
В целом можно было бы разбирать на части всевозможные диеты, которыми блещет доктор Берг, но могу сказать вам, как бы не изучая особо эту тему, что в действительности, если вы хотите немножко похудеть, используйте данные диеты. В случае, если вы хотите сделать это образом жизни, я хочу вас предостеречь и сказать, что не все так безопасно, не все так радужно и не все то, о чем говорит данный человек, необходимо использовать. Соня, вот для тебя специально это сказал. Это по просьбе моей жены я это все сказал. Итак, Марина, мне после перелома ноги помогло кольцо. Да, давайте я все-таки сначала чат. Марина пишет, мне после перелома ноги помогло кольцо железное на левом мизинце, после травматологии почка болела, кольцо от ключей. Да, может быть, помочь человеку, кольцо от ключей. Сегодня почему-то хочется рассказать об истории человека, которого вы раньше видели на видео рядом со мной. Это история о великолепном докторе-гастроэнтерологе, которого зовут Антон Иванович Пьянов. Он доктор медицинских наук, был преподавателем Института Пирогова в городе Виннице в свое время, а потом работал длительное время в Виннице в гастроэнтерологии в Пирогово. И я могу на сегодняшний день рассказать его историю. С его разрешения, не думаю, что он будет обижаться на меня. В свое время, когда мы с ним общались, он весил 130 килограмм, каждый день он употреблял небольшое количество алкоголя. А вы знаете, что существует проблема употребления алкоголя? Почему или какая? Дело в том, что алкоголь дегидрогеназа, который употребляет, я сейчас вернусь к Пьянову, алкоголь дегидрогеназа, который употребляет человек, или алкоголь, который в ходе расщепления превращается в алкоголь дегидрогеназу, имеет одну особенность. Такой алкоголь дегидрогеназа умудряется накапливать и не утилизировать, а увеличивать количество витамина А в организме. Алкоголь и алкоголь дегидрогеназа и сам витамин А — это жир, содержащее вещество, но такое вещество является, сейчас я о нем расскажу, при увеличении и при перевозбуждении, накоплении такого вещества у человека появляется ожирение, очень часто это появляется. Также такое вещество очень часто появляется при возбуждении, сексуальном возбуждении. Если у человека повышаются сексуальные гормоны, прогестерон, эстрадиол, тестостерон, это все может приводить к появлению или увеличению накопления витамина А. Также витамин А в большом количестве накапливается в жизни человека, и когда он накапливается повсеместно, его в еде очень большое количество, когда человек переживает, когда у него происходит половое возбуждение. Если половое возбуждение происходит дополнительно при стимуляции сознания или нервной деятельности центральной, то это автоматически включает формирование витамина А, и такой витамин А находится и накапливается в организме человека. Через что мы его накапливаем? Это любые жиры, которые мы используем или которые мы употребляем. Обычно витамина А не хватает тем людям, у которых сахарный диабет первого типа, и чрезвычайно в большом количестве накапливается витамин А у людей, у которых есть сахарный диабет второго типа. Но не все люди знают. Также вот по поводу доктора Берга я хочу сказать, что пожелание использовать жиры вместе с продуктами белкового содержания, вместе с белками использовать жиры, о которых говорит доктор Берг, может быть чреватым перенакоплением витамина А, в дальнейшем к появлению в том числе половых дисфункций. Также я могу сказать, что почему появление половых дисфункций. Все вот таким образом устроено. Белки, которые в переизбыточном количестве находятся в организме, они при ацидозе перестают усваиваться и начинают превращаться либо в... появляется кетоз, появляется аммиак в крови, что может привести к вторичному отравлению, ухудшению деятельности печени и почек, о чем я уже сегодня говорил, и так далее. Что может фактически
фактически привести организм еще и к тому, что появляются белки, которые не распадаются, не расщепляются, а жиры в итоге, которые человек получает, они благополучно превращаются и накапливаются в виде жирового отложения в подбородке, поясничном отделе, в бедрах или на бедрах, то есть на всех местах, которые обусловлены сексуальным, наверное, гормональным процессом. То есть это тип телосложения по гормональному развитию. То есть если мужчина развивается, то у него больше плечи, руки, у женщин больше бедра. Ну и вот в этих отделах обычно нам не очень нравящимся могут формироваться дополнительные жировые отложения. Это может возникать как раз на фоне той же кетоновой диеты по доктору Бергу. И здесь вот такой вопрос, Андрей Андреевич, а что же делать? Ответ тоже в этом все есть. И это заключается вот в чем. Уважаемые друзья, я не призываю вам отказаться от жиров, но вы должны знать, что существуют специальные вещества, которые фактически являются антагонистами переизбытка жиров, из-за чего происходит жировое перерождение печени, гликолиза, а также самих жиров подкожно, в которых находится высокое количество витамина А. Это самые обыкновенные йод, содержащие продукты питания. Вы должны знать, что тироксин, это гормон щитовидной железы, является антагонистом, как правило, нашего витамина А, который обычный человек имеет в огромном переизбытке. До того момента, пока особенно это увеличивается в тот момент, когда у человека происходит перевозбуждение центральной нервной деятельности и рецепторов. При этом не происходит удовлетворение, и это возбуждение накапливается в длительном периоде времени, что поднимает и увеличивает гормоны. У мужчины это может быть прогестерон, тестостерон, у женщины это может быть прогестерон, эстрадиол, тестостерон и так далее. Что в итоге может накапливать такой витамин А в перенакоплении, может повлиять на то, что у человека появляется высокий холестерин и так далее. Можно ли чем-либо помочь человеку в этот момент? Несомненно, в этот момент человеку именно это и является очень часто причиной как раз избыточного веса. Это может быть или это может являться еще и причиной гипофункции щитовидной железы. И очень часто я как раз и говорю такие слова, что в случае, если у человека происходит ожирение, в случае, если человек не может похудеть, в случае, если у человека есть вот такие проблемы с перевозбуждением, если человек принимает алкоголь длительное время, это может привести в дальнейшем к переизбытку витамина А. Он не является токсичным, но является избыточным весом для человека. Уже доказано, что в подкожном жире мужчины или женщины, страдающих сахарным диабетом второго типа, как правило, находятся вместе с переизбытком инсулина или высоким количеством инсулина подкожно или в жировой прослойке, находится 85-90% витамина А. То есть можно сказать, что это является переизбыточным количеством витамина А. Витамин А, он стимулируется и расщепляется из жиров, и синтезируется еще дополнительно из-за применения алкоголя, так как алкоголь дегидрогеназа является тем веществом, которое является прекурсором формирования витамина А. А витамин А фактически может в вечернее время превращаться через алкоголь дегидрогеназу, может превращаться в лактингеназу или пролактингеназу, которая может являться еще и питанием для мозга. Но как бы не об этом сейчас идет речь. Но тем не менее я хочу сказать вам, что в случае, если вы собираетесь каким-то образом отказаться от жиров, то вы можете столкнуться с проблемой, которая связана еще и с дефицита витамина А не будет. Но есть здесь нюанс такой. Оказывается, если резко заставить человека терять витамин А из организма, то дефицита не будет, но есть прямая связь. И эта прямая связь похудения, она связана с определенным элементом. И этот элемент называется коллаген. Оказывается, существует двойной мост. Этот мост, он выглядит так.
Если человек теряет витамин А из организма, то есть он худеет, его жировая прослойка уменьшается, то в этот момент у человека начинает разрушаться и снижается количество аскорбиновой кислоты. Аскорбиновая кислота, согласно доктору, фамилия которого Чернорудский, вот, который придумал понятие гликогенный хрящевый мост, гликогенно-хрящевый мост, сейчас я об этом прочитаю. Очень часто в тот момент, когда человек начинает худеть, у него изменяются, истощаются гликогеновые запасы в печени. Это происходит совместно с уменьшением выработки коллагена. Так это напрямую и связано. Об этом сказал профессор, доктор медицинских наук М.В. Чернорудский в книге, которая называется «Руководство по внутренним болезням», 8 том, статья РИС СМ, страница 499. Показываю всем. Можете открыть и почитать. Так вот, я вернусь все-таки к нашему уважаемому Антону Ивановичу. Когда он приехал ко мне, он говорит: мое желание на протяжении 1 или 2 месяцев похудеть. И я хочу похудеть на 30-40 килограмм. Я ему говорю: смотри, Антон Иванович, в тот момент, когда вы будете худеть, в случае, если вы не будете принимать 2 вещества, это дополнительное йод, содержащие продукты питания, и второй продукт питания, который называется аскорбиновая кислота, я об этом дальше скажу, то вы потеряете хрящевую ткань. Он мне говорит: нет, Андрей Андреевич, я буду худеть, используя белки, буду ограничивать себя в углеводах и буду приводить себя в кетоз. Тем самым я уберу алкоголь, я буду максимально стараться, уберу хлеб, буду кушать только белки, при этом буду принимать еще протеины, спортивное питание, при этом я буду ограничивать себя в употреблении жиров. Я ему тогда сказал: в тот момент, когда ты начнешь терять гликоген, и в тот момент, когда ты перейдешь к кетоновой диете, ты похудеешь быстро. Но когда ты похудеешь, у тебя будут сумасшедшие проблемы, которые связаны с тазобедренными суставами или другими суставами. Почему? Потому что ты забываешь о тенденции, которая была описана Чернорудским, которая называется гликогенно-хрящевый мост. Если человек резко теряет витамин А или резко теряет гликоген, то он резко теряет хрящевую ткань, которую восполнить при помощи дополнительного употребления коллагена или какого-либо другого белка никаким образом невозможно. Никаким образом невозможно. И что же тут делать, я об этом тоже скажу. Так вот, прошло время, он, конечно же, из 130 килограмм похудел на 80 килограмм, после чего приехал ко мне и занял у меня деньги на то, чтобы заменить себе тазобедренные суставы. Понимаете, уважаемые ребята, я хочу вам сказать, все это хорошо, но худеть нужно грамотно. И в случае, если у вас возникают вот такие вопросы, то вы обратитесь к специалистам и обязательно послушайте ту лекцию, о которой я сегодня вам расскажу. Итак, как же худеть правильно? И почему люди после родов обычно ломают ноги, и почему у человека появляются проблемы, связанные с хрящевой тканью, что это за хрящевая ткань и что это за витамин, которого обычно не хватает человеку. Если такой, поверьте мне, это не витамин D вообще. И не витамин D3 вообще, и это не омега-3 тоже. Этот витамин, который нам необходим и который есть во всех абсолютно частях и тканях нашего организма. И данный витамин, он так необходим нашему организму, как ничто вообще на Земле. Мир так устроен, что данный витамин есть во всем. Но мы его все равно упорно недополучаем. Особенно мы его недополучаем в случае, если мы отказываемся, и дальше самое смешное, если мы отказываемся от употребления фруктов, как говорит доктор Берг, и овощей, как говорит уважаемый доктор Берг, а кушаем крестоцветы, в которых самое мизерное количество этого витамина. Вы, конечно же, догадались, о чем я говорю. Я говорю о нами нелюбимой аскорбиновой кислоте.
Самая обычная аскорбиновая кислота. Люди говорят, надо принимать хондроитины, глюкозамины. Люди говорят, у меня с тазобедренным суставом, что мне делать, каким образом? Так я вам говорю, тазобедренные суставы восстанавливаются не хондроитином, глюкозамином. Они не восстанавливаются, не позвоночные хрящи не восстанавливаются глюкозамином и коллагеном. Это все восстанавливается аскорбиновой кислотой. Аскорбиновая кислота участвует в образовании в организме коллагена, входящего в состав соединительной ткани. Каких? Опорно-двигательной системой, сосудов, делительной системы, хрящей, костей. Коллаген состоит из мукополисахаридов и мукопротеина. И мукополисахариды, они состоят в свою очередь из гиалуроновой кислотой и хондроитино-серной кислоты. Именно поэтому недополучение аскорбиновой кислоты, а мы очень часто ее недополучаем, недополучение аскорбиновой кислоты, ограничение, в чем мы ее получаем на самом деле? Печеная картошка, любые фрукты, которые имеют кислый вкус, особенно много в киви, из овощей это печеный картофель, это острый перец, ну и собственно любые кислые фрукты и овощи, которые должны быть в большом количестве в нашем питании. Ага. И мне можно сейчас сказать, Андрей Андреевич, вы говорите или вы порите чушь. Специально для вас выписал работы знаменитых людей, о которых сегодня скажу и так. Ермакова ШН. Нормализация секреции поджелудочной железы происходит только с увеличением использования аскорбиновой кислоты. А.В. Паладин. Повышение гликогенных запасов печени происходит в случае, если человек принимает аскорбиновую кислоту. Бескаравайная, доктор медицинских наук, очень большую статью написала об антитоксическом воздействии на печень за счет повышения гипуровой кислоты, и это происходит за счет применения аскорбиновой кислоты. То есть фактически можно сказать, что если по доктору Бергу человек отказывается от фруктов, о которых он говорит, от овощей, которые он прямо запрещает, переходя на сырые фрукты или сырые овощи, особенно сырые овощи, кстати, несколько слов еще об этом. А вы знаете, что сырые фрукты и сырые овощи не всегда перевариваются и могут приводить к брожению, что повышает йодофильные бактерии в вашем организме. А вы знаете, что повышение... Почему йодофильные бактерии? Что это еще такое? Йодофильные бактерии никак не связаны с йодом. Они связаны с пониманием окрашивания фекалий человека в тот момент, когда смотрят наличие таких бактерий. Они окрашиваются в синий цвет. И очень часто это говорит о дополнительном брожении и непереваривании чего? Ну, белка как такового. И второе, конечно же, сырых фруктов, сырых овощей. Очень часто я говорю, что человек, который переходит на такую диету, в дальнейшем начинает по доктору Бергу кушать там крестоцветы, сырые овощи, сырые фрукты, и может привести свой организм к тому, что в дальнейшем будет непереваривание и рост вот таких бактерий. И это тоже печально, это приведет еще и к последствиям для поджелудочной железы, к вздутиям желудка, к появлению эзофагиальной рефлюксной болезни, к открытию сфинктера Оди, к появлению забросов в пищевод и так далее, к галитозу там, и даже к изменению цвета зубной эмали и так далее. Ну и об этом говорит как раз Бескаравайна. Она говорит, кстати, о том, что в случае, если человек недополучает аскорбиновую кислоту, то у него вырастает токсическое воздействие на печень, потому что именно аскорбиновая кислота, по ее выводам, является тем веществом, которое является еще и ярко выраженным, имеет ярко выраженное антитоксическое действие. Дальше А.Ф. Андреева. Влияет прием аскорбиновой кислоты на образовательное действие печени. А это очень частое явление. Совместно с витамином К и совместно с аскорбиновой кислотой восстанавливается производство протромбинов. И это
очень хорошо действует на индекс ПТИ, протромбиновый индекс человека. Именно поэтому, если у вас низкий индекс или высокий индекс, если у вас стеноз сосудов или у вас варикозное расширение вен, знайте, что в этом всем виновата ваша печень, и скорее всего ей необходима аскорбиновая кислота. Огромное воздействие на печень, восстановление печени происходит. При недостатке формируется гипохромная анемия. Почему? Аскорбиновая кислота является еще и стимулятором кроветворения гомеопоэза эритроцита. Именно поэтому я все время говорю, что, друзья мои, если вы собираетесь худеть и у вас нет желания кушать дополнительно фрукты и так далее, то принимайте аскорбиновую кислоту. Принимайте ее в дозировке 500 мг один раз в день на протяжении 1 месяца. Но здесь есть такой нюанс, который выглядит следующим образом. Если у вас есть проблемы с коллагеном, проблемы с хрящевой тканью, кстати, к этому вернусь, то принимайте аскорбиновую кислоту в более высокой дозировке. В книге руководства... Аскорбиновая кислота является активатором ферментов каталаз и глютатиона. Глютатион, в свою очередь, является аминокислотой, которая восстанавливает действие печени и восстанавливает как раз глютатион, и капельницы с глютатионом являются основными в ходе лечения гепатитов и в ходе лечения цирроза на фоне гепатитов. Поэтому вот именно аскорбин... Человеку говорят, давайте глютатион ставить, давайте давать аскорбиновую кислоту. Мандарины, дальше киви, дальше вишни, дальше перец болгарский, дальше острый перец, дальше фрукты кислые, дальше яблоки. Они имеют в своем составе высокое количество аскорбиновой кислоты. Не разрешайте себе не есть данные фрукты. Вы приведете себя к разрушению. Это ужасно, то, что сейчас происходит. А.А. Шмидт указывает на то, что аскорбиновая кислота является протеолитическим ферментом и вырабатывает именно что? Папаин восстанавливает хрящи спинномозгового мозга, спинномозгового канала. Дальше пепсин, катепсин, Эйлер. Катепсин, пепсин, об этом Эйлер говорит. Печеночную эстеразу, об этом говорит Абдергальден. И аскорбиновая кислота выводит из организма, что самое интересное, мышьяк, свинец, нитраты, висмут. А это очень важно при применении любой химиотерапии. Потому что применение также дает адаптацию к применению высоких дозировок золота. Сейчас в ходе лечения или в ходе получения химиотерапии существуют определенные препараты. Там лейкоплакин, в его составе находится платина. Препараты золота, доксирубицин, в котором находится, насколько я помню, там висмут. То есть это препараты с высоким содержанием либо ядовитых веществ, либо тех веществ, которые организм может отторгать и не воспринимать. И необходима дополнительная помощь, которая, кстати, является как раз применение аскорбиновой кислоты. Поэтому какие из этого стоит сделать выводы? Уважаемые мои люди, или уважаемые, есть ли аскорбиновая кислота в нашей компании? Есть. Я очень рекомендую, используйте нашу аскорбиновую кислоту. Есть она, продается в больших таблетках. Одна таблетка 1 раз в день на протяжении 1 месяца. После этого можно месяц сделать перерыв и продолжать. В случае, если вы худеете, у вас есть проблемы с тазобедренными суставами, с позвоночником. В случае, если у вас есть проблемы с остеохондрозами хроническими, там где-либо увеличивается там хрящевая ткань и так далее. Можно ли принимать это? Конечно. Если вы худеете, то запомните, вам необходимы препараты, вам необходимы препараты с высоким содержанием йода. В нашей компании это калия-йодид, потому что калия-йодид является тем, что стимулирует тероксин, гормон щитовидной железы, который фактически выводит из нашего организма большие переизбытки и большие накопления витамина А, о котором я в самом начале сказал. Выводя витамина А, вы фактически выводите жир из своего организма. Но почему? Потому что
Любая стимуляция тироксина является фактически стимуляцией через выведение, так как тироксин является антагонистом витамина А, и за счет этого человек худеет. Именно поэтому применение любых йод содержащих продуктов в дальнейшем приводит человека к похудению. Люди говорят: Андрей Андреевич, но не всем же можно йод содержащие продукты питания. Согласен с вами, не всем можно принимать йод содержащие продукты питания. Нельзя принимать только людям, у которых есть гиперфункция щитовидной железы. Но в момент того, когда человек не эндокринолог, читает исследования крови, он очень часто путает. И он путает АТТПО, антистрептолизин, вернее, антитереотропные, конечно, он переводится правильно, АТТПО. Тереотропные. Гормон, который, гормон на антитела тиропероксидазы, вот так это выглядит. Антитела пероксидазы щитовидной железы, и видит там повышенные титры, он думает, что это у него гиперфункция. Но это не так, потому что это говорит о том, что у вас аутоиммунный тиреоидит. Если человек видит какие-либо еще показатели, он думает, что у него гиперфункция. На самом деле я хочу сказать вам, что из 1 миллиона людей, которые болеют гипофункцией щитовидной железы, будет 2 человека, которые болеют гиперфункцией щитовидной железы. Гиперфункция щитовидной железы — это заболевание очень редко, и этим заболеванием фактически, ну и практически болеет чрезвычайно маленькое количество людей. Также хочу вам сказать, что гиперфункция щитовидной железы очень часто является аутоиммунным заболеванием и очень часто является заболеванием, которое является сопутствующим заболеванию, сахарный диабет первого типа или какое-либо другое аутоиммунное заболевание, такое как, допустим, красная волчанка или ревматоидный артрит или применение длительное кортикостероидов и так далее и тому подобное. Ну и хочу сказать свой совет. Смотрите, в случае, если человек худеет, он должен, конечно же, принимать аскорбиновую кислоту. Второе, конечно же, он должен знать о том, что витамин А будет покидать его организм, и он должен знать, что это может, фактически жир. А это говорит о том, что он должен знать, что ему необходимо увеличить количество приема йод-содержащих продуктов. В моей компании это, допустим, потасиум-йод препарат, не нужна высокая дозировка, можно 200 мг или 500 мг один раз в день на протяжении 1 или даже 2 месяцев. Мое мнение такое: для того, чтобы похудеть эффективно, можно использовать потасиум йода в высокой дозировке курсом 1 месяц. При этом принимать аскорбиновую кислоту в дозировке 500 мг один раз в день на протяжении 1 месяца. Уверен, что без физической нагрузки дополнительной, но с увеличением приема при этом еще и обычных фруктов, каких яблочко, абрикоски скоро пойдут, еще что-то, вы сможете похудеть. Надеюсь, вам это было интересно. Ну а теперь можете обижаться. Здравствуйте, уважаемый Андрей Андреевич, скажите, пожалуйста, может быть есть косточки граната, арбуза, винограда и так далее? Да, в каждой из этих косточек есть определенные витамины. Допустим, в косточках граната находится вещество, которое способно стимулировать аппетит. В косточках арбуза находится витамин, насколько я помню, находится пировиноградная кислота. Косточки винограда, в них находится кверцетин, вещество, является мощнейшим антиоксидантом. Можно ли это все применять? Конечно, это можно все принимать, но вы должны знать, что в случае, если у вас есть ухудшение перистальтики вашего желудочно-кишечного тракта, то такие семечки или вот такая шелуха, она может задерживаться и находиться в вашем кишечнике длительное время. Именно поэтому не стоит просто так в большом количестве кушать вот такую шелуху.
Она может приклеиваться, как, кстати, есть альгинатные капсулы, а есть желатиновые капсулы. Знаете, что существуют альгинатные капсулы и существуют желатиновые. Желатиновые капсулы, вот здесь желатиновая капсула, а альгинатная чуть-чуть другого цвета. Альгинатные дешевле выглядят, они красиво, но в случае, если человек применяет альгинатные капсулы и не запивает их достаточно большим количеством воды, то они могут приклеиваться где? В слепой кишке. И в дальнейшем, когда человеку производят исследование слепой кишки, это слепое зондирование, вернее зондирование слепой кишки, то очень часто видят как раз на стенках слепой кишки в большом количестве остатки альгинатных капсул. Вот так. Можно ли чем-либо убрать? Конечно, можно. Чем? Начинайте принимать, периодически принимайте уксус в небольшом количестве. Или любые другие кислоты, которые могут стимулировать и очистить слепую кишку от альгинатных капсул. Почему? В том числе аскорбиновая кислота, она, кстати, растворяет альгинат. Марина Лебедева, добрый вечер. Почему ребенок ест мало мяса, выплевывает его, посоветуйте, что делать? Когда ребенок ест мало мяса, это говорит о том, что мясо вырабатывает в его организме кетоз и появляются кетоны. Они в свою очередь приводят к гипераммониемии, что фактически является очень частым проявлением для детей, которые ведут очень активный образ жизни. И вы должны знать, что гипераммониемия небезопасна. Она может повлиять в дальнейшем как на развитие ребенка психическое, так и на физическое. Такой ребенок может отставать в росте, в весе, в психическом развитии. Также может изменяться характер в сторону нервного состояния. В дальнейшем могут развиваться заболевания печени. Когда мне говорят, что у меня родился ребенок, который не ест мясо, он родился абсолютным вегетарианцем, я обычно начинаю улыбаться и говорю: сдайте кровь на аммиак, потому что это как раз первые признаки гипераммониемии. А гипераммониемия, если ее не лечить длительное время, может привести к расстройству психики, к тяжелым заболеваниям развития ребенка, а также к появлению эпилептивных судорожных припадков, эпилептического синдрома, генерализированных приступов или просто абсансов. Также может в дальнейшем развиваться абсанс, или дистонический синдром, или фокальная дистония, или какие-либо другие неврологические заболевания или синдромы. И чем же это все лечить? Есть очень хороший препарат такой в моей компании. Он называется препаратом Инулакт, Инулактин. Сейчас я его найду. Я боюсь неправильно сейчас назвать. Инулактин. Правильно, Инулактин. Вот я его сейчас найду. Препарат, который называется Инулактин. И что находится в данном препарате? В нем находятся активные пребиотики и находится в нем лактулоза, которая снижает количество аммиака, то есть по-другому непереваренных белков, которые превратились в аммиак, а также инулин и все. Инулактин, вернее лактулоза и инулин. Также очень хорошо принимать еще гепакс, он тоже снижает аммиак в крови. И если ребенок говорит: я не хочу кушать мясо, начните давать ему инулактин, начните давать ему, это может говорить о том, что у него еще и развиваются заболевания желудка. Начните ему давать, а какие заболевания желудка? Эзофагиальный рефлюкс, это может быть высокая или пониженная кислотность желудка, может развиваться какое-либо заболевание желудка, в дальнейшем это ухудшит жизнь этого ребенка. И такому ребенку лучше в самом начале давать инулактин. Инулактин 1 чайная ложка на стакан воды или сока 1 раз в день или на протяжении дня. Инулактин совместно с препаратом каолин можно использовать при повышении ацетона, при вот таком кетозе, при появлении гипераммониемии. Я записал даже видео, его можно найти у меня на канале YouTube. Там я говорю, видео называется так: аутизм или гипераммониемия, где я рассказываю о
исследованиях, которые говорят о том, что в большинстве своем у детей, у которых был диагностирован аутизм, в дальнейшем было диагностирование в большинстве своем гипераммониемия, что фактически доказывает, что аммиак играет вот такую ключевую роль в формировании и постановке некоторых видов аутизма. Ну вот так. Ответил на вопрос, да? Хорошо получилось. И совместно с антитокс драй. Берете антитокс драй в стаканчик, налили холодной водички, туда инолактин, чайную ложечку, взболтали, и пусть ребенок пьет. Там глоточек или 5 глоточков не имеет значения. Это все пойдет на пользу. Огромная просьба, дайте совет, как помочь сыну, он был на войне. С 2014 года вернувшись, у него началось такое заболевание, как розацея, состояние улучшается. Вот. Сегодня я как раз и говорил об этом. Я говорил о том, что использование, почему розацея и что это такое. Розацея является как раз проявлением неправильного формирования протромбинового протромбина. И в этом виновата печень. Что необходимо делать? Пусть принимает аскорбиновую кислоту, глютатион, а также пусть принимает витамин К2. Эти витамины в комплексе помогут вам. Сегодня разговаривал с одной из своих пациенток, и она мне говорит: Андрей Андреевич, у меня есть проблемы с печенью, я принимаю бетулиновую кислоту, принимаю там какие-либо препараты. Друзья мои, давайте еще раз я скажу. В случае, если у вас есть проблемы печени, какую стратегию необходимо применить? Первое. В нашей компании разработаны ряд препаратов, которые восстанавливают печень. На первое место необходимо поставить препарат бетулин. Запомните название. Смотрите, не бетулиновая кислота, а бетулин. И первый, и второй препарат между собой имеют различия и связаны с тем, что их синтез и производство происходит из березовой коры. Но сами по себе они являются двумя абсолютно различными веществами. Бетулиновая кислота, она необходима для иммунитета, а вот бетулин применяется как раз для восстановления гепатоцитов. Кстати, вы знаете, что на сегодняшний день есть работа, которая говорит о длительном применении омега-3, 6 и 9 кислот в большом количестве на протяжении длительного времени. И раньше говорилось, что это не может привести человека, и это все совершенно безопасно, можете принимать сколько угодно долго и так далее. Это только улучшает иммунитет и так далее. На сегодняшний день есть исследования, которые утверждают, что токсическое отравление витаминами омега-3, 6 и 9 возможно. У человека появляется переокисление липидов, и которые накапливаются в печени, что может тоже привести к появлению уменьшению аденозин-трифосфорной кислоты, что приводит к увеличению титров АЛТ, АСТ, у человека появляется в дальнейшем формирование цирроза. Таким образом можно сказать, что все хорошо в меру. Услышьте меня, все хорошо в меру. Поэтому ведь нужно знать немного меры. Поэтому если это делать каждый день годами, десятилетиями и думать, что так Берг сказал, это хорошо. А таких людей я знаю, которые по 5 лет принимают витамин D3 большими дозировками. По 5 лет принимают омега-3, причем в больших дозировках. Ну и так далее. Это все небезопасно. И используют кетоновую диету по 5 лет. Ребята, вы рано или поздно столкнетесь с большими проблемами вашего здоровья. Еще раз вернемся к сыну, у которого розацея. Витамин К2 и аскорбиновая кислота помогут справиться с розацеей. Также необходимо проверить состояние печени, потому что и, конечно, развернутый анализ крови и посмотреть, в чем проблема. С чем может быть связана еще розацея? Розацея может быть связана или может являться еще дополнительно заболеваниями, которые связаны с ревматоидными
процессами, как правило, это может быть васкулит. Поэтому есть смысл обратиться, может, к ревматологу или напрямую прямо сдать S-реактивный белок, антистриптолизин и ревмофактор, для того, чтобы все-таки определить, нет ли, не развивается ли вот такое заболевание, потому что это заболевание, которое в дальнейшем необходимо особым образом лечить и необходимо рассматривать это уже с позиции ревматоидных заболеваний. Но все лечится, не нужно этого ничего бояться, но вот такие проявления сеточки или вот такие проявления, это может быть розацея, она может быть двухсторонняя, что может говорить о том, что есть эффект бабочки, как при васкулите и так далее. Ну поэтому лучше это все лечить вот так. Пожалуйста, как вылечить экзему на кистях и атопический дерматит? Экзема на кистях и атопический дерматит является фактически... Сейчас. Сегодня я хотел еще сейчас вот о чем сказать. Кстати, кому я рекомендую применять витамин D3 и повышать его? В случае, если у человека появляются рубцы на лице, на фоне фурункулеза или там туберкуломы какие-либо, или при развитии туберкулезной волчанки, применение витамина D3 очень эффективно, как внешне смазывать, так и прием перорально. Очень рекомендую. По поводу экземы, каким образом лечить экзему и что необходимо делать. Поможет кальций, аскорбиновая кислота и вещество, которое называется у нас L-тирозин. L-тирозин, аскорбиновая кислота. L-тирозин, аскорбиновая кислота. И можно, знаете что? И кальций. У нас в компании продается мазь такая, она называется изотоновая. Попробуйте. Или мазь еще вторая АСД. АСД, по-моему, сейчас не выпускаем. Ну вот эту изотоновую можно использовать. Кстати, я не договорил по поводу печени. Битулин, запомнили, это для печени препарат. Второй препарат, тантал, в котором находятся экстракты расторопши, экстракты всего растения, солодки и так далее. То есть все для того, чтобы полечить печень. Также у нас есть разработан препарат, который называется Гепакс. Это препарат с аминокислотой L-орнитин и аспарагин, новая кислота. И третий препарат это Гепофит. Гепофит ориентирован на то, чтобы восстанавливать печень на фоне формирующихся заболеваний, которые вызываются или которые не имеют четкого понимания, из-за чего это происходит, но формируется цирроз печени. То есть принимайте данные препараты. Опять-таки, если у вас есть назначение врача, там, принимать, допустим, препараты для печени какие-либо, там, глютатион или эссенциалифорт или какие-либо другие с кислотами, то, конечно же, не отказывайтесь и от них. Но я могу сказать, что использование в комплексе данных препаратов совместно с традиционной медицинской плановым протоколом дает больше эффекта, чем прием просто препаратов медицинских. Скажите, у меня воспаление подвздошного сочленения, как вылечить, от какой болезни это говорит, ревматоидный фактор 263 с реактивный белок 17. Это говорит о местном артрите. Каким образом лечить? Берете и местно смазываете мазями, которые противоартритные. Также острые аппликации, там, прикладывайте или кладите руку на острые какие-либо предметы, такие как аппликатор Кузнецова. Очень поможет ударно-волновая ультразвуковая терапия. Обратитесь к травматологу.
И пусть он в это место проведет им вот такую ударно-волновую терапию на аппарате ударно-волновом. 10 вот таких терапий это все уберет у вас. Чем смазывать? В нашей компании разработана мазь, называется Габана. Очень, кстати, поможет вам вот в таком случае. Кстати, если все-таки розацея не является аутоиммунным заболеванием, я рекомендую использовать мой препарат, который называется Horse Chestnut. Называется экстракт конского каштана. Является удивительным препаратом, который в действительности может убрать развитие варикозного расширения вен, вот такую розацею в случае, если она развивается. Очень эффективный препарат. Также влияет на восстановление печени и может помочь печени. Ольга Али. Здравствуйте, Андрей Андреевич. У многих людей на затылке красные пятна, как родимые, у некоторых их нет. Что это может быть? Спасибо за ответ. Это родимые пятна, они формируются на фоне гемангиом или обширных гемангиом, которые связаны со сдавливанием этих мест. Обычно это происходит при прохождении родовых путей и происходит при травмировании, вот, которое в дальнейшем окрашивается, происходит вот такая диспигментация. Ничего в этом чего-то значительного или такого болезненного нет, в медицине совершенно нормально к этому относятся, все в порядке. Галина Загуменная. Здравствуйте, помогите, пожалуйста, проснулась вся левая сторона лица онемевшая, как будто после наркоза. Что это и как лечить? Не знаю. Я не могу вам подсказать. Возможно, это полинейропатия. Возможно, это у вас сейчас на фоне листоза или грыжи происходит вот такая реакция и есть проблема. Возможно, это у вас связано с проблемами сосудов или окклюзия сосудов. Могу сказать однозначно, не лечитесь самостоятельно. Обратитесь, пожалуйста, к неврологу и обратитесь к кардиологу для того, чтобы поставить диагноз и понять, чем же на самом деле вам можно помочь. Не нужно вот так пускать это на самотек. Скорее всего, это связано с позвоночником вашим. Наргиз Бишкек. Научите, пожалуйста, как вылечить шпору на пятке и подошвенный фасцит. Очень больно, особенно по утрам и ночью. Возьмите перец обычный, разбейте его и на то место, где есть вот такие шпоры, приклейте на час перед сном. Делайте это ежедневно. Второе, возьмите яйцо в кожуре, залейте уксусом, через 6 дней прокалите, взболтайте и каждый вечер натирайте вот это место. Фасцииты такие очень хорошо лечатся, если человек принимает кислоты какие-либо. Какие? Уксус можно яблочный пить. Можно принимать аскорбиновую кислоту в большой дозировке можно использовать. Можно ноги, эти места можно натирать пахучим таким нашатырным спиртом. Здравствуйте, Андрей Андреевич, пожалуйста, порекомендуйте мне 50 лет при растяжении связок плечевого сустава. Боли появляются постоянно от плеча до кончиков пальцев уже 5 месяцев. Массажи не помогут, врачи рекомендуют операцию. Скорее всего, врачи рекомендуют вам операцию, потому что они видят изменения или ущемление спинномозгового мозга. И, скорее всего, в этом канале происходит ущемление или происходит движение позвонка. Видимо, это листос, или это у вас там протрузия, или у вас грыжа сформированная. И это все или есть где-либо какие-либо еще там проблемы, которые приводят к тому, что появляются вот такие процессы. Наши врачи традиционно, они никаким образом это не лечат, они обычно советуют там воротник или фиксацию и так далее. Но есть советы. Они выглядят следующим образом. Первое, запомните, начните принимать никотиновую кислоту. Она является мощнейшим трансмиттером и передает импульсы вдоль всего спинномозгового канала и умудряясь это все излечивать. Это прямо облегчит состояние. Второе, аппликатор Кузнецова. Возьмите очень длинный аппликатор Кузнецова, ложитесь на такой аппликатор, на один
от 10 до 30 минут перед сном лежите на таком аппликаторе. Третье, медицина тибетская. Обязательно спите в зеленой футболке. Зеленая футболка, согласно тибетской медицины, вылечивает позвоночник. Как это работает, не знаю, но 100% уверен, что работает. В свое время мне зеленая нить и зеленая футболка помогли избавиться от перелома позвоночника, который у меня был, к сожалению. До сих пор откашливаю. Также хочу сказать, что это уже не по теме, что как не смешно бы это ни звучало, если вам должны деньги, носите зеленые носки, и деньги вернут. Как это работает, непонятно. Ольга Печникова. Добрый вечер, Андрей Ильич, Урая с вами. Здрасте, Ольга. Алексей Басевской. У меня на что-то аллергия, высыпала. Как можно убрать? Соду пейте, обычную соду пищевую. 1 чайная ложка пищевой соды на стакан теплой воды 1-2 раза в день. Также можно взять ватку обычную, макнуть ее в спирт, отдавить и ставить себе в левую ноздрю и в правую и поносить несколько дней. Ну, антигистаминные вещества еще, антигистаминные препараты любые. Наталья Шкодина. Здравствуйте, как мысли дурные снять? Что-то у нас в Казахстане творится. Мысли дурные снять поможет препарат, который называется B1 и B6. Это вещества, которые, кстати, и B1 и B6, особенно B6, я рекомендую при заболеваниях позвоночника. Если принимать и B1 и B6, а также еще и кальций, а также еще аскорбиновую кислоту, то это очень эффективно восстанавливает, а еще хорошо аспаргиновую кислоту. Это все в комплексе очень восстанавливает психику. Прям очень-очень восстанавливает. Бедная. Что ж делается с этим миром? Катарина Шерстюк. Добрый день, подскажите, продуктивная практика на первые 3 чакры. Какие чакры, масики мои? Мария Анила. Скажите, пожалуйста, в чем причина отечности языка и отпечатки зубов по краям языка, и как избавиться от пигментных пятен на руках? Мне 59. Спасибо большое за ответ. Отечность языка, и это все связано с гингивитом. Скорее всего, это может быть связано еще и с сахарным диабетом 2 типа. И очень часто является предзнаменованием того, а также это может быть связано еще и с забросом желчи, забросом кислоты. Чем это устраняется? Полосканием обычным лизоцимом. Второе, обязательно лечите желудочно-кишечный тракт. Каким образом? Антитокс и каолин по 1 чайной ложке на стакан воды взболтали, выпили. Второе, принимайте пепсин 2 таблетки вместе с лизоцим, тоже 2 таблетки 2 раза в день. Это уберет такое воспаление. Полоскайте 30-40 капель лизоцима на стакан воды, полоскайте рот и выпивайте эту водичку. Все безопасно. Как избавиться от пигментных пятен на руках? Мне 59 лет. Пигментные пятна — это демиелинизация с увеличением миелина. И от чего это происходит? Это происходит на фоне увеличения АТФ, аденозин-трифосфорной кислоты в печени. И это еще с чем связано? Это говорит о том, что у вас очень высокое накопление желчи. И эта желчь, она вбрасывается. Что необходимо делать? Мягкие желчегонные препараты. Какие мягкие желчегонные препараты? Ну, первое, уменьшить количество употребления D3, если есть, потому что это ухудшает ваше состояние. Второе, применять каолин. 1 чайная ложка каолина на 1 стакан воды. Кстати, таким каолином очень хорошо замешивать с оливковым маслом и смазывать места, где есть темные пятна. Любые препараты для восстановления функции печени. Это, конечно, с аскорбиновой кислотой обязательно, раз мы сегодня о ней говорим. Это препараты тантал, препараты бетулин. Обязательно по 1-2 таблетки 2 раза в день. Можно еще кверцетин. Еще раз хочу сказать, что прямо сегодня на моем сайте tfduiko.com проходит акция. Это акция с огромными скидками, аж до 40%. Поэтому прямо сегодня поторопитесь, перейдите и приобретите именно те препараты, которые сегодня получили статус акционных препаратов. Вот попался мне в руки препарат, который называется Ginseng или по-другому Ginseng. Что это за препарат?
Шень обозначает сознание, а жень обозначает сила. Поэтому шень обозначает сила сознания. Кому очень хорошо принимать данные препараты? Людям, у которых есть падение памяти, развивается деменция, формируется заболевание Альцгеймера, формируется или есть сформированные заболевания с памяти, есть забывчивость, общее ухудшение зрения и так далее. Вот в этот момент очень-очень улучшится, очень поможет данный препарат. Ухудшение зрения. Андрей Андреевич, почему происходит ухудшение зрения? Ухудшение зрения может происходить на фоне быстрого выведения из организма витамина А, о котором я говорил сегодня. Быстрое выведение витамина А может привести к ухудшению зрения. И для того, чтобы не происходило это быстро, необходимо проверить щитовидную железу. Поэтому, когда человек говорит, у меня падает зрение, проверяйте щитовидную железу. А также очень хорошо принимать кверцетин. Пришлось сменить место жительства в Украине, жила недалеко от Курмана. О, Курман — это то место, где я родился. Курман, он же Красногвардейск. Постоянно болеют, только названия болезни меняются. Как приспособиться на другом месте или менять его больше 10 лет? Милые мои друзья, я хочу вам сказать, что большинство наших заболеваний, оно связано с тем, что мы беспокойные. Очень часто человек настолько себя загоняет. Я буквально сегодня ездил и вот смотрел в магазине, был участником такой ситуации. На ровном месте люди, не знающие друг друга, начинают кричать. Они первый раз друг друга увидели, и при этом я сзади шел той женщины, которая кричала, и наблюдал за ней. Она такая задерганная. Ей не нужен магазин, ей нужно было лечь дома, полежать, успокоиться, не смотреть телевизор, выйти на улицу. Прекрасно же все, весна. Чего себя раскачивать? Отключить телефон на время, попить водички, послушать, подышать. Второе, очень часто у людей не хватает воздуха. Люди живут и не дышат. Необходимо выходить хоть иногда на улицу, по чуть-чуть гулять. По чуть-чуть гулять, по чуть-чуть дышать, тем более, если вы в Крыму живете, дышите глубоко, в Крыму воздух хороший. Измените рацион питания, в случае, если у вас в рационе питания, если у вас избыточный вес, старайтесь меньше принимать углеводы. Если не можете без углеводов справиться, старайтесь сделать так, чтобы уже таких углеводов, как, допустим, там конфетки, шоколадки, мед, чтобы их не было. Не принимайте алкоголь. Алкоголь — это яд, вообще запомните навсегда. Хотите похудеть, меньше подсолнечного масла, когда жарите что-то. Старайтесь отдавать предпочтение продуктам питания, которые немножечко вареное больше, чем жареное. Вот если изменять продукты питания, варите больше и чаще и ешьте вареное. Но при этом, если едите вареное, то обязательно выпивайте бульончик, в котором варите. Даже капусту, которую вы там тушите, не старайтесь ее кушать сырой. Дело в том, что крестоцветы, они очень снижают у человека гормоны щитовидной железы. Поэтому вот доктор Берг посоветовал, крестоцветы сырыми ешьте как можно больше. Едите крестоцветы, пейте йод. Не будет йода, крестоцветы замучают вас. Почему больше всего принимают капусту в Корее? Там прямо выделяют деньги и детям с самого детства дают в обязательном порядке йод, содержащие продукты. Или йод, содержащие пищевые добавки. Кальций, аскорбиновую кислоту, витамин D и йод, содержащие витаминные добавки. Это обязательное условие проживания для той местности, где в огромном количестве кушают капусту. Особенно крестоцветные, которые такие, как, допустим, там кольраби или цветная капуста. Ну, как-то так. Лариса Сушкова, здравствуйте, подскажите, что купить мужчине, мужу тянет, извиняюсь, в паху яички. Пусть наберет воду холодную и высоко поднимая ноги марширует. Пусть при этом принимает как раз мой препарат, который называется экстракт каштана. И второй препарат легка хода смазывает также мазью, которая называется легкая походка или легка хода.
Ірина, добрий день. Учителю, здравствуй. Як допомогти дитині вилікувати геморой, не кровить переселенці, Фінляндія, аутіст, біднесенький. Лікуюсь, 5 місяців вже висала анузол. Дякую. Мой препарат Нодекс, он бы вылечил его за 3-4 раза. Но я так понимаю, что это будет долго ехать в Финляндию. Что нужно сделать? Возьмите кусок сала, присолите этот кусочек сала, сделайте из него маленькие такие фистулки или маленькие свечки. Пусть оно полежит и где-нибудь на окне, чтобы присохло. После чего очистите его от соли и вечером перед сном ставьте в геморроидальный узел. Второй вариант. Когда он в туалет ходит, понаблюдайте, не тужится ли он. Потому что очень часто именно то, что он тужится, и приводит к тому, что у него появляется данная проблема. Именно поэтому введите в рацион питания каши, которые могут расслабить кишечник. Какие это каши? Овсяная каша, побольше жидкости, чтобы принимал ребенок. Меньше сладкого, потому что сладкое может крепить. Сладкое крепит, горькое расслабляет. Поэтому сладкое крепит, горькое расслабляет. Поэтому жирная пища, поэтому можно давать ему рыбий жир, можно омега-3, можно давать ему там горькие итальянские травы какие-нибудь, как специю сыпать во что-то. Чипсы уберите, потому что чипсы могут крепить, жареное уберите, это все может крепить. Старайтесь, чтобы у вас... Какие у нас соки могут немножко расслаблять? Фенхель тушеный, артишок тушеный. Можно БАДы с артишоком давать, чтобы легче было ребенку ходить в туалет. Магнезию можно давать в порошке на кончике ножа 2-3 раза в день. Кстати, магнезия в порошке убирает у человека аллергию. Вот так можно в рот сыпать по чуть-чуть порошок, рассасывать и глотать. Очень помогает при как раз весенней аллергии. Не забывайте о том, что в компании есть препарат Аллергонорм. И обязательно его попринимайте. Учитель, витамин К2 можно подростку? Да, всем можно, это безопасный витамин, совершенно. Нить помогает, супер. Чем вылечить витилиго? Я не умею. К сожалению, ничем помочь не могу. Чем вылечить петеригум класс? Очень хороший, вот будет на следующей неделе презентация, там будет у меня экстракт препарата, экстракт растения железняк. Вот принимайте экстракт железняка по 2 таблетки 3 раза в день, экстракт препарата Соня, тоже можно по 1 таблетке 2 раза в день. И очень хорошо делать даже не массажи, а холодные какие-либо прикладывать аппликации вот с глиной, белой желательно, в область затылка. Не знаю почему, но это помогает. Из творога можно прикладывать на область затылка. Это убирает вот такую проблему. Я желаю вам успеха. Я надеюсь, нам сегодня понравилась данная лекция. Еще раз хочу сказать, меня зовут Андрей Андреевич Дуйко. Я руководитель и президент компании «Тибетская формула». Я создавал компанию как альтернативные методы лечения человека с использованием экстрактов растительных или лекарственных трав. Именно поэтому с гордостью могу объявить на сегодняшний день, что я торгую или я изготавливаю растительные препараты, которые являются биологически активными добавками, сделанными из лекарственных или экстрактов лекарственных растений. Все лекарственные растения мы собираем самостоятельно, экстракцию и производим сами. Кстати, вы скоро сможете познакомиться с огромным количеством экстрактов, которые предложит моя компания. Также мы выпускаем экстракцию, ароматические масла, производим диоксид кремния, делаем препараты на основе глины белой, каолина и так далее. То есть это огромный спектр таких биологически активных добавок, которые имеют ярко выраженный лекарственный эффект. И с гордостью могу сказать, что на сегодняшний день мы являемся лидерами в Центральной Европе по производству и популяризации как раз лекарственных БАДов, которые делаются из экстрактов лекарственных растений, разрешенных в применении или для применения в европейских странах, в том числе и нашей стране. Поэтому в случае, если у вас появится желание
лечиться экологично. Обратите внимание на нашу компанию. Возможно, будете удивлены эффективностью действия препаратов и их качеством. Я желаю вам всем успеха, лечитесь экологично, выздоравливайте, не болейте, следите за собой. И хочу еще раз напомнить, что каждый вторник в 6 часов вечера я всегда провожу вебинары, связанные с ответами на вопросы, связанные со здоровьем. И я это провожу каждый вторник. Поэтому следите за расписанием, подписывайтесь на мой канал в YouTube, пишите ваши комментарии, пишите ваши вопросы, постараемся ответить каждому. Также в YouTube вы сможете увидеть вот эти номера телефона, вы можете напрямую связаться с операторами, узнать о скидках, которые проводятся практически постоянно в моей компании «Тибетская формула». Здоровым быть легко, поможет вам Андрей Андреевич Дуйко. Спасибо за внимание и за соучастие. До свидания.